А я вам сейчас расскажу, как я всего одним звонком в одиночку спас всю Россию. Значит, дело было вечером, делать было нечего. Хренин пел, мой шпиц рычал, Николай ногой качал. Ну, Коленька мой, в смысле сын. Вы бы видели, как он красиво ногой умеет качать. Ну, не суть. Да, и в этот момент звонит мне Путин. Настойчиво так звонит. Я смотрю, телефон аж красный, хоть он и белый. Ну, когда Владимир Владимирович звонит в такое время, тут два варианта. Или он очень хочет дать снова денег, или что-то очень снова случилось. Меня устраивали оба варианта, поэтому я снял трубку. Говорю, да, Вова, что-то срочное, потому что я немного занят, смотрю, как Коленька ногой качает. А оттуда прям слезы. Я серьезно, у меня аж ухо помокрело. Миленький, родненький, всемогущий, безотказный, солнцеликий, красивоусый Александр Егорович. Ну, он вообще всегда так ко мне обращается. Говорю, что уже опять случилось? А он такой, выручай, Пригожин почти захватил Ростов и собирается идти с вагнерами на Москву. Не знаю, что с ними делать, мочить или не мочить. Я говорю, Володя, да погоди ты со своими штанами. Успеешь еще намочить. Успокойся быстро, возьми себя в руку. А сам-то понимаю, что там неминуемо назревает путч. Ну, может, не прям путч, а такой, скажем, небольшой пучок с неприятным запахом для Путина. Ой, для Путина. Я говорю, дай мне его номер, я ему позвоню. Путин говорит, бесполезно, он трубку не берет, ни с кем говорить не хочет. А я говорю, дай мне номер и 5 минут, я все порешаю. Ну, он дал его номер, я набираю Пригожина, а он такой, знаете, берет и не берет трубку. Ну, я ж уже пообещал. И при этом понимаю, что у меня всего 5 минут. Недолго думая, прыг в самолет, и через минуту я уже в Ростове. Нашел Пригожина, этого мятежника-однодневку. Подхожу, говорю, ты чего, мерзавец, трубку не берешь? Я ж тебе звоню. Он говорит, что-то срочное. Я говорю, еще как? Сейчас я тебе опять буду звонить, только попробуй мне трубку не взять. Он говорит, хорошо, я попробую. А я тем временем прыг в самолет и обратно в Минск. Ну, у меня ж телефон в Минске. Опять его набираю, ну, на этот раз он взял трубку. По разговору сразу было понятно, что он с понтом на Феррари. Ой, в полной эйфории. Скажем так, первый раунд переговоров общались мы исключительно на матерном языке. Полчаса где-то. Кто победил в этой матерной дуэли? Ну, пенис Янка... Ой, ясен пень, конечно, я. Я ж крепких словечек много знаю. Все-таки читаю комментарии про себя в интернете. Поэтому есть откуда пополнять словарно-матерный запас. Но не суть важно. Спустя полчаса, когда матюки почти закончились, я предложил ему перейти на видеосвязь. Ну, чтоб не только говорить, но еще и показывать эти словечки. Ну, тут разговор был короткий, точнее, у него был короткий, у меня чуть длиннее. Я говорю, ты чего хочешь? Он говорит, Шойгу и Герасимова. Я говорю, понял. А помимо вот этих твоих латентных фантазий, что тебе надо? Молчит. Я говорю, что ж ты такой гондолу раскачиваешь? Плылишь себе спокойно на дно. Что ты барахтаться начал? Говорю, давай так. Я тебе брошу спасательный плуг, а ты забирай свой танк из цирка и дуй со своими боевыми колоннами ко мне в Беларусь. Гарантирую тебе полную безопасность. Он говорит, слушаюсь и повинуюсь. Ну, он не прям так сказал, но я где-то прям так услышал. Поговорили. Я понимаю, что конфликт исчерпан, и тут же набираю Путина.
Тот говорит: уважаемый Александр Егорович, извините, сейчас не до вас, я в срочном порядке собираюсь на Валдай, уже, можно сказать, сижу на чемоданах. Я говорю: Володя, ты по 3 раза на день сидишь на чемоданах, поэтому не валдай дурака и оставайся в Москве. Я все порешал, можешь расслабиться. Ну и по характерным звукам в тот момент я понял, что он и расслабился. Вот так вот я Россию и спас. Ну, в общем, ладно, детишки, я смотрю, у вас уже тихий час начался, поэтому отдыхайте, а как вырастете, голосуйте за меня. А с меня вам за это Магарыч. Нянечка сказала, что в вашем возрасте такое уже можно.